Совсем недавно в пак вышло новое обновление, в котором добавили много различных вещей. Сегодня я вам расскажу про плюсы и минусы этого обновления, а также баги, которых уже нет и которые еще остались. Это Матвея 6, усаживайтесь поудобнее, ну а мы приступаем. Давайте начнем с того, что последнее обновление выходило почти год назад, и вот оно наконец-таки вышло. Из всех добавленных вещей я могу выделить сразу три самые лучшие вещи, которые добавили в пак. Первое — это подбор игроков. Второе — моддинг. Третье — изменение интерфейса. Давайте их разберем. Начнем, пожалуй, с подбора игроков. Во-первых, добавили Элла. У всех игроков начальный рейтинг составляет 1000 Элла. Теперь помимо серверов вы можете зайти в одноразовую игру 3 на 3 или 5 на 5. За победу в этих матчах вы будете получать 20 Элла, а за каждое поражение у вас будет сниматься 20 Элла. Также, если вы выйдете из матча, то вы не сможете зайти в него в течение 120 секунд, то есть 2 минут. Также хотят добавить историю матчей, но в настоящее время она недоступна в мировом интерфейсе. Также, благодаря новому подбору игроков, у противников и у ваших союзников будет одинаковый пинг. Давайте перейдем к интерфейсу. Как только вы зайдете в игру, у вас появится 5 кнопок. Это Play, Player, Setting, Mods и E-Hit Game. По сути, эти кнопки и их предназначение никак не поменялись в прошедшей версии. Также в главном меню ваш игрок теперь будет стоять на льду, а не как в раздевалке в прошлой версии. Давайте будем переходить к моддингу. Наверное, самым большим изменением стало добавление этих модов. Теперь в разделе Mods у вас появляется 4 новые кнопки. Первая кнопка — это запущенные моды, вторая кнопка — все моды, третья — plugins, не запущенные моды, и четвертая кнопка — это скины. Также, если вы зайдете на практику, то время раскатки уменьшится с 10 минут до 1 минуты. Но если что, матч не начнется до того, пока вы не напишите команду vc/vc или /voidstart. Также теперь на практике вы не сможете остановить время, написав команду /pause. Также, если вы теперь нажмете на кнопку 5, то увидите то, что добавили новые смайлики. Из добавлений пока что все. Давайте перейдем к плюсам и минусам этой обновы. Наверное, самым главным минусом в этой обнове считается то, что теперь, когда вы обновили эту версию пак, то у вас бросятся все моды. Их придется устанавливать заново. Но делается это довольно быстро, поэтому не так уж все и плачевно. Второй и, наверное, последний минус в этой обнове — это то, что шайба начала ощущаться как-то по-другому вообще на всех серверах. Это также отмечается тем, что не только я нашел этот минус, а многие игроки тоже жалуются на это. Из плюсов это то, что в одноразовых матчах теперь, как я уже и сказал, будут подбираться враги с таким же пингом, как и у тебя. И то, что теперь моды будет устанавливаться, конечно же, легче, чем в прошлой версии. Огромным плюсом этой обновы стало то, что вы теперь из практики или из любого другого сервера можете перейти на другой сервер, нажав на Escape, и там у вас появится кнопка «Сервер браузер». Давайте будем переходить к багам, которых здесь было немало количества. Конечно, почти все баги, которые я вам сейчас назову, их уже пофиксили, и их уже нету в игре. Но я нашел один баг, который до сих пор остался в игре, и его до сих пор не пофиксили. Первый баг очень сильно повлиял на русское комьюнити. Это дело в том, что в первые дни обновы вы не могли писать на русском языке в чате, что очень сильно повлияло, опять же, на русское комьюнити. Второй баг: когда вы заходили в сервер Browse и ждали буквально 5 секунд, то игра начинала зависать, и вы не могли ничего сделать. Третий баг: когда вы заходили в одноразовые матчи и нажимали «Искать матч», то подбор длился больше 10 минут, а иногда
вообще и не находился. Сейчас он длится буквально минуту, максимум 2. Четвертый баг. Когда вы заходили во вкладку моды и хотели скачать какой-нибудь мод, то он просто не скачивался, потому что там просто-напросто не было кнопки «Скачать». Ну и пятый баг, который есть до сих пор. Когда вы скачивали много модов, то игра просто крашилась, и если все-таки она не крашилась, то когда вы заходили в практику, ваша клюшка просто оставалась на месте и не хотела двигаться. А сами вы двигались, но только без клюшки. Конечно же, я вам не назвал все баги, их было намного больше, но я назвал вам основные, которые повлияли на уход большого количества игроков. Ну а на этом все. С вами был я, меня зовут Матвей 6. Обязательно пишите в комментариях, понравилась ли вам обнова, успели ли вы ее заценить или нет. Пишите, как вам новый интерфейс. Ну а с вами был я, меня зовут Матвей 6. Всем пока.